Здравствуйте, меня зовут Виталий Микряков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео мы разберем тему маленькие тату и лазерное удаление. Почему маленькие по площади татуировки требуют большого числа сеансов? Часто, когда у пациента маленькая татуировка, то возникает вопрос, почему для небольшой по площади тату требуется большое число сеансов, сопоставимое с большой тату? Это интересный вопрос. Давайте разберемся. Этому есть объяснение. К сожалению, эффективность лазерного воздействия не зависит от площади татуировки. Не нужно путать понятие площадь и количество пигмента, внесенного в кожу по глубине. Часто небольшие татуировки удаляются легче и быстрее, чем большие тату, но это не произойдет, к сожалению, за один сеанс. Важно именно количество и толщина слоя искусственного пигмента в коже. Лазерный луч за один раз измельчает относительно небольшую порцию пигмента в верхних слоях дермы. После этого требуется некоторое время для того, чтобы иммунная система очистила от разрушенных частиц кожу, и у нас освободилась дорога лазерному лучу к глубь лежащим частицам пигмента. Таким образом, от сеанса к сеансу, слой за слоем, мы постепенно уменьшаем концентрацию и количество пигментных частиц в тканях и достигаем полного удаления татуировки. Поэтому какая бы ни была татуировка маленькая по площади, все будет зависеть от того, насколько большой слой пигмента находится в тканях. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. Продолжим. Иногда бывают ситуации, когда в неравномерно забитой татуировке есть какие-то отдельные элементы, которые могут иметь избыточное количество пигмента. И получается так, что вся татуировка практически полностью исчезла, но отдельные элементы, какие-то две точки и полоска, оказались наиболее устойчивы и требуют дополнительного числа сеансов просто потому, что мастер, который в свое время набивал эту татуировку, сделал несколько лишних проходов и внес дополнительное количество краски именно в эти элементы. Часто такие ситуации бывают в тату-надписях, либо на каких-то мелких татуировках. Особенно трудно бывает удалить отдельные точки, будь то мушка а-ля Мерлин Монро или какие-нибудь точечные элементы дотворка. Такая неравномерность чаще всего бывает у домашних, непрофессиональных татуировок, которые очень сильно отличаются по насыщенности и количеству пигмента по всей площади тату. Несмотря на то, что небольшие татуировки имеют меньшую площадь, чем большие, они могут потребовать сопоставимое число сеансов для их нетравматичного полного удаления. К сожалению, какой бы маленькой ни была татуировка, все зависит от количества внесенного пигмента в кожу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микряков.